Знаете, как говорят, лень – двигатель прогресса. Вот так и сегодня. Я сделал не то, что запланировал, но получилось так вкусно, что пришлось сделать еще раз. Всем привет! Что у меня получилось, смотрите сейчас, а что я планировал, скажу в конце ролика. Ну и для начала 2 куриных филе и 1 большую луковицу нужно превратить в фарш любым удобным для вас способом. Первое я перемолол луковицу, ну а затем перемалываю полностью все куриное филе. Далее мы будем добавлять специи. Я добавляю пол чайной ложки карри, пол чайной ложки копченой паприки, чуть больше нежели пол чайной ложки смеси разных перцев, 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки сушеного молотого чеснока и черный молотый перец. Его я добавляю по своему вкусу. Затем сюда же нужно вбить 1 куриное яйцо. Берем ложку и аккуратно, более-менее, все нужно хорошо перемешать. После того, как вы немножко все перемешали, в тарелку нужно добавить 2 столовые ложки манки. Еще раз перемешиваем немного ложкой, а затем, не стесняясь, берем вот так вот руками и очень хорошо переминаем фарш. Нужно сделать так, чтобы манка хорошо распределилась полностью по всему фаршу. Ну и после того, как вы все хорошо вымешали, отставляем фарш на минут 20 в сторонку, дадим манке немножко набухнуть. Пока будет разбухать манка, мы приготовим начинку. И я вам скажу, что это моя лень, потому что должно было быть наоборот. Начинкой должен был быть фарш. Итак, берем отваренную картошку в виде пюре. В картошку добавляем 50 грамм твердого натертого на мелкую терку сыра. И в эту же тарелку мы добавим зелень. У меня здесь немного петрушки и немного укропа. Все хорошо измельченное. Берем вилку и хорошо все переминаем. Делаем так, чтобы картошка хорошо перемешалась с сыром. И после того, как вы все хорошо перемешаете, начинка будет полностью готова. Ну а дальше нам нужно будет сформировать из картошки небольшие палочки. Берем картошку, хорошо ее уплотняем, выделаем вот такую вот небольшую палочку. Она должна быть похожа немножко на грецкий орех, но в продолговатом виде. Ну и так как я делаю сегодня впервые такое блюдо, я приготовил для начала всего лишь 4 вот такие палочки. Затем полностью мокрыми руками берем небольшой кусок фарша. Фарш руками немного уплотняем и вот так вот хорошо разравниваем. Берем 1 кусочек начинки, той, что мы заготавливали. И вот таким вот образом стараемся спрятать начинку внутри. Полностью всю начинку нужно покрыть хорошо фаршем. После этого опять-таки очень хорошо все уплотняем. Стараемся сделать что-то похожее на котлету, на продолговатую котлету. То место на разделочной доске, куда я буду укладывать уже готовые котлеты, я немножко присыпал вот так вот мукой. И точно таким же образом мы выделываем полностью все остальные котлеты. На сковородку добавляем немного подсолнечного масла, дадим ему хорошо прогреться. И только после этого будем отправлять наши котлеты на сковородку для обжарки. Обжаривать котлеты мы будем со всех 4 сторон. Ну и вот посмотрите, когда котлеты обжарились уже со второй стороны, мы берем их и вот так вот аккуратно стараемся установить на торец. Делаем вот такую вот небольшую лесенку. Для того, чтобы было более удобно, опираем котлету друг на друга. Последнюю котлету немножко придерживаем. Таким образом мы обжарим одну сторону, ту, что у нас была не обжарена. Ну и после того, как мы обжарим, еще раз перевернем на 4-ю сторону, ту, которая еще не обжарена. Ну а по итогу вот такая вот красота и вкуснота у меня получилась. Получилось необычно и очень вкусно. Сделал я не то, что задумывал. Задумывал я сделать картофельные зразы с необычной начинкой. Но после того, как я отварил картофель, мои родные просто подумали, что я сделал классное пюре. Они мне помогли, в кавычках, немножко его скушать. А я поленился сделать новое пюре. И поэтому получился сегодня вот такой вот необычный рецепт. Посмотрите, берем 1 котлетку, разрезаем ее и видим, что начинка из картошки получилась ничуть не хуже, нежели получились бы у меня зразы. Начинка получилась мягкая, она немножко тянется из-за того, что мы добавили в нее сыр, но по вкусу это получилось, как будто бы мы кушали котлету с гарниром. Ну что ж, лень действительно двигатель прогресса. Я немножко поленился и получилось вот такое вот необычно вкусное блюдо. После того, как моя дочь попробовала, она попросила, чтобы на утро сделать ей в школу такие котлеты. Если вам понравился такой вот необычный рецептик, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь, конечно, с друзьями, пускай они посмотрят, пускай оценят. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.